Приветствую всех на канале, я Наталья. Многие следят за моим творчеством на канале, также в Инстаграм. И не только за творчеством, но и за моими путешествиями. И сегодня я в Италии, Риджио де Калабрия город. И по счастливой случайности именно в этом городе живет одна моя подписчица и рукодельница. И сегодня я хочу вас с ней познакомить, показать некоторые ее работы и в прямом эфире сделаем цветок. Так что сегодня я не как учитель, не преподаватель, не буду делиться своими идеями, а поделюсь чужими. Идея встречи была спонтанная, никто специально не готовился, и я тоже не знала, что я окажусь именно в этом городе, но мне так хочется поделиться красотой, которую не только я творю, а делают другие мастера. И у меня возникла идея, так как я много путешествую, бываю в разных городах и континентах, делаю такие встречи почаще. Я буду как-то планировать свое время, сообщать заранее, где я могу быть или буду. И если у кого-то возникнет желание встретиться, показать свои работы, идеи, то я буду очень рада. А сейчас идем знакомиться. Приветствую всех, Reggio Calabria. Buongiorno a tutti, Reggio Calabria. Меня зовут Ярослава, Глория. И сегодня я хотела бы вам показать некоторые мои работы, которые представлены вот здесь на столе, и поделиться некоторыми своими идеями. Буду очень рада, если кому-то они понравятся. И сегодня я хотела бы представить цветок, который мы будем делать в прямом эфире. Это цветок магнолии. В реальности этот цветок очень большой, он растет на дереве, но сегодня это свадебный вариант, и мы попробуем его вместе сделать. Хочу немного ближе показать вам работы, и затем Ярослава расскажет немного более подробно про все. Я просто очарована работами. Вы посмотрите, какая нежность, какая красота. Даже не верится, что такое можно сделать. И я сама в полном восторге. Посмотрите, какая нежность. Просто нереально красиво, очень нежно. А это ландыши. Здесь у нас букет цветов. Тоже все сделано своими руками. Вот эти цветы меня покорили. Идея для свадеб. Очень нежно, красиво. Просто потрясающе. Бутонерка. Посмотрите. Вот эта вышивка. Все время вылетает из головы название вышивки, но Ярослава сейчас все вам расскажет. Посмотрите, какая красота. Это идея для свадьбы, для колец. Шелковые цветы и, конечно, вышивка. Посмотрите, как это нежно. Это просто шикарно. И чуть позже мы с вами делаем вот этот цветок. А сейчас Ярослава немного расскажет. Хочу вам показать эту вышивку. Это люневильская вышивка. Чтобы вышивать, я училась в Милано, в Пинограссо. И это все вышито вот этими люневильским крючком. Это есть такой крючок, он французский, но еще есть индийский крючок, я тоже им вышиваю. Вот такой он более маленький. Здесь есть такой винтик, а в этом винтика нету. И еще есть третий крючок, это простой крючок номер 5.
и он немного обработанный, чтобы хорошо было держать. Но финал всей вышивки, финал, он один и тот же самый. Потому это все вышито вот этими крючками и вручную на органзе. Вот это пайетки, бусины, страсы, Сваровски, металлические нитки и много чего другого. Разными техниками. И это на свадебное платье. Вперед свадебного платья. Люневильская вышивка – это не только вышивка на платье, но и можно делать красивые детали к платью, на волосы. И одна из них – это есть вот эти цветы. Это орхидея. Орхидея здесь и орхидея здесь. Вот это. Только это одним вышита одна модель, а это другая. Значит, здесь вышито, все вышивается на органзе, тоже все крючком. Потом это детальки, каждая деталька вышивается вручную на выворотной стороне. И потом это все вырезается, и вот собирается вот такой вот красивый цветок. Ну и центральная часть тоже сделана из бусин. Вот они разные такие есть формы, цветочка. И получается вот такой вот красивый ободок для невесты. В этом ободке разница в том, что здесь по краю есть небольшая проволочка, очень тоненькая, потому цветок можно в любые стороны поворачивать, его можно открывать, закрывать и делать с ним, что как будет нравиться для невесты. Очень красиво смотрится в прическе и очень блестит все вообще очень красиво. Красота, конечно, Красота. Нереальная, да. И Ну, сейчас я хочу показать еще вот такую идею. Это идея для свадеб. Вот Ярослава здесь придумала вот колечко. Это есть сердечко. Сердечко для колец, свадебных колец. Ну, я взяла мое колечко, потому что у нас нету свадебных колец. Но цветок, который мы будем делать, он вполне, он идет, был сделан на это сердечко. Все материалы и ткани есть у Натальи. Потому добро пожаловать смотреть, как это делается. Смотрите, вот, и невеста забирает колечко. Вот он. Здесь тоже все можно все Подогнуть, закрыть. Можно колечко в середину цветочка. Вот, и все вот эта тесьма, ткани, шелк, все ткани, все есть у Натальи в магазине. Это реклама мне, спасибо. Это веночек тоже в прическу невесты. Здесь есть ландыши, которые сделаны в разных техниках. Вот, если смотрите, есть такие, и есть более открытые. И есть фиори d'arancio, это апельсиновый цветок. Апельсиновый цветок, он очень нежный, очень красивый. И в Италии этот цветок означает свадьба, что будет свадьба. Если у нас объявляют фиори d'arancio, говорят про фиори d'arancio, говорят о свадьбе. Этот веночек очень можно хорошо раздвигать. В прическе можно накладать в любых, все движется и здесь, потому что все на проволочке. Вот, и все можно приспособлять. Он красивый как в середине, так и сверху. Очень красиво, я просто в восторге. Вот некоторые материалы, с которыми мы сегодня будем работать. И под видео Ярослава оставит контакты, где можно приобрести вот такой паяльник. Тут всякие бульки, я уже тут посмотрела. Вы видите знакомый пистолет, всякие краски, клеи. Вот знакомая бутылочка. Ну и сейчас приступим к самой работе. Начинаем делать цветок и начинаем делать его из этой красивой серединки. Чтобы сделать серединку, нам надо пяльца.
натянуть простую ткань. И нам нужна иголочка, где будут тоненькая иголочка и ниточки. Вот Это эти леска тонкая. леска. Тонкая леска для шитья. Вот. Ну и что мы делаем? Нам надо сделать форму этой серединки, потому я просто беру фетровый кусочек, просто диаметр Монетку. нам надо диаметр, и у меня это 10 копеек, я ее просто вырезаю, это все просто вырезается. И когда вырезали, все это пришивается ниткой сюда к ткани. Вот. И Чтобы поднять серединку. чтобы поднять серединку, вот, и это все прошивается. Просто Вот прошивается. это еще и маленький кусочек фетра, серединка пришивается. поднимается. Потом, когда эта серединка пришита, и я хочу, чтобы у меня была эта серединка, центр был немного приподнятый, что я делаю? Я беру еще кусочек фетра, маленький кусочек фетра, и отрезаю еще немного маленький кружок, который по диаметру будет подходить к этой Бусине, бусине, стразы. Вот, и пришиваю здесь вот сюда. Вот это все пришивается. Просто иголкой пришивается. Вот, когда это все пришили, иголку выводим на лицевую сторону. И мы берем наш... Так, что-то запуталось. Сейчас вернемся. Значит, у нас серединка все подготовлена. Берем наш страз, цапи. Здесь вот есть дырочки, 4 дырочки. И мы нахрест пришиваем 2 раза вот этот страз. Просто пришиваем. Берем и... На камеру не всегда удобно все это делать. Я уж точно это знаю. Всегда все не пролезает. Это очень никуда. маленький. Сейчас я его первый очень не видно. Очень. Мне надо его придерживать. Вот, и пришиваем. И пришиваем. Просто нахрест пришиваем. 2 раза пришиваем, чтобы хорошо Всё посередине. держалось. Посередине все прошивается. Вот. Когда готово. Потом наш страз готовый. И мы берем, пришиваем по кругу вот эти бусины. Ну, это уже каждый из вас выбирает, что есть да, вот такие с материалов. У меня вот такие бусины. Здесь Сваровский. Здесь настоящие Сваровский. Вот, ну и здесь немного другие. Но они все равно красивые. И берем по одной бусине, выводим иголку на лицевую сторону. сторону. Снова на лицевую сторону. И идем по кругу, просто пришиваем эти бусины. Вставляем и пришиваем по кругу близко. Все должно быть близко, очень. Чтобы не было пробелов. Осторожненько. И вот так продолжайте посерединке это все пришивать. Я сейчас делаю быстро, но вы это все набираете и прошиваете. Потом. И если кто хочет серединку побольше, то можно использовать 2 ряда жемчуга или других бусин. Я решила, что у меня одного ряда хватит, и потому сейчас вы дошьете все до конца, всю серединку, вот эти беленькие бусины. И вот можно использовать. И потом нам надо вот этот клей, и надо вот эти стразы. Вот эти стразы на конусе, вот они вот такие вот маленькие. Вот, и мы капелькой клея наносим сюда, вот сюда, и берем и вставляем по кругу, вот это все приклеиваем. И получается красивая серединка. Вот такая серединка, вот такая серединка, которая... И тут они разные. Тут есть серединка, вот видишь, есть серединка. Всё есть, потом вот такая серединка. Потом, когда у вас останется, если остается просвет, маленький просвет здесь может остаться, мы просто пришиваем маленькие бусинки, маленькие. Бисер. Если бисер, у кого что есть.
У кого какой есть, у меня был вот такой. Вот видите, Вот он, да. маленький, чтобы закрыть И эту будет красивая серединка. И будет очень красивая серединка. Вот видите, они разные. Иногда есть и такие. Это Сваровский и вот эти, которые мы берем в 2 ряда. Здесь есть другие бусины. Ну, я думаю, каждый будет использовать то, что у него То, есть. что у нее есть под руками. Да. Вот. Когда у вас серединка вся готова, вся прошита, приклеена, мы ее снимаем и переворачиваем на внутреннюю сторону. Берем палочку, шпажку, И примачиваем клей ПВА и это все промазываем. Да, чтобы все закрепилось. Чтобы все закрепилось, можно даже пальчиком хорошо все промазать, все, И оставить сохнуть. и оставить сохнуть. Все хорошо промазать, все и оставить сохнуть. Вот. Тогда мы это оставляем Этот сохнуть. клей очень у меня быстрый, потому пока мы все это сделаем, можно далее Высохнет. работать. Высохнет и все хорошо будет. Вот. Когда у нас все просохло, все сухое, мы достаем из пялец, берем ножнички И вырезаем и вырезаем эту серединку по кругу. по кругу с этой стороны. Если у вас просто вырезаем вот это все, И серединка будет готова. Серединка будет Так готова. можно подготовить много серединок. В основном на пяльцах вышивается не одна серединка, а много, потому что Да, серединку вот, мы все подготовили. готово. Если вы видите, что у вас есть ниточки, вы просто берете клей. И У кого подклеим. какая ткань, может быть такое, что у вас будут такие, вы просто берете ваш клей, смазываете сюда. И пальчиком. И пальчиком это все, и оно немножко просохнет. Все, ваша серединка готова, и она будет вот такая, как Как у на нас. цветочке. Как на цветочке, вот. Все, Они теперь разные приступаем есть. к цветочку. Вот.